Я приветствую вас на своем канале, и сегодня мы будем делать бортик в виде ежика. Для этого нам понадобится выкройка. Как ее сделать, вы найдете по ссылке в описании. Также ткань основная для мордочки, фетр для носика. Также можно использовать фетр для щечек, но сейчас я не буду шить щечки, поэтому у меня только фетр для носика. Также понадобятся ножницы, карандаш, либо портновский мелок, булавки, ленточки нам понадобятся, либо завязки. Сейчас я буду делать завязки и покажу, как их сделать. А также понадобится наполнитель. Сначала мы вырежем деталь нашей мордочки. Для этого складываем нашу ткань пополам, прикладываем к середине мордочку, прикалываем булавками и без припуска обводим и вырезаем, либо сразу вырезаем по контуру. Вот такая у нас деталька получилась. Складываем ее в сторону. Берем основную ткань для нашего ежика. Складываем ее лицом к лицу. Накладываем выкройку ежика так, чтобы учесть наши припуски. Прикалываем опять же булавками. И точно так же обводим с учетом припусков и вырезаем. Вот мы вырезали две детали. Я еще дополнительно там, где иголочки, обвела по контуру, чтобы легче было прострачивать. Теперь нам нужно взять нашу мордочку из ткани, которую мы вырезали. Так аккуратненько сложить пополам, чтобы у нас была видна серединка. Далее совмещаем вот так вот с нашей выкройкой. Берем карандашик и там, где наши глазки, ставим точечки. Не сильно, чтобы не порвать ткань. Также тут я отмечу носик и ротик. Если вы будете делать ежика с щечками, то тогда щечки тоже можно так точечками отметить примерно, чтобы знать, где их пришивать. И теперь обводим, соединяем наши точечки. Точно так же глазик и все остальное. Теперь наши глазки нужно вышить нитками мулине черного цвета. Я буду вышивать 2 нити при помощи пяльцев. Если их нет, можно так вышить. Просто с пяльцами будет немного проще. Когда мы вышили нашу мордочку, проглаживаем утюгом
Заранее я уже вырезала носик из фетра. Мы его прикладываем, аккуратненько прикалываем и по краешку прошиваем обычной строчкой. Если вы будете брать носик из ткани, тогда нужно пришивать строчкой зигзаг. Если из фетра, то обычной строчкой по краю. Когда мы пришили носик, берем одну из наших частей ежика. Передняя у меня вот это, так как у меня иголки смотрят вот в эту сторону. Берем нашу мордочку. Сначала вот на этой части, чтобы определиться, где середина, мы вот тоже так вот загладим. Ложим. Совмещаем серединку с серединкой. Можно еще дополнительно, чтобы было симметрично, проверить линейкой. Тут у меня 5, тут у меня 4,5, значит неровно. Прикалываем нашу мордочку. Чтобы она у нас не сместилась. Мордочку мы будем прострачивать на строчке зигзаг. Длина стежка где-то единичка. Можно чуть-чуть больше, чем единичка поставить. И прострачиваем зигзагом здесь вот всю мордочку нашу. Если у вас машинка будет сильно стягивать, просто уменьшите немного натяжение. Когда мы прострочили, проглаживаем нашего ежика. Откладываем пока что в сторону. И сейчас мы будем делать тесемочки. Для тех, кто будет ленточки пришивать, можете пропустить эту часть видео. Уже к бортику короне я показывала, как делать тесемочки. Сейчас я еще раз покажу. Я отрезала 4 отреза ткани шириной 4 сантиметра, длиной у меня получились 53 сантиметра. Длина у вас может быть другая, может 60 сантиметров. Я отрезала, исходя из куска ткани, который у меня остался. Далее мы берем, складываем пополам, вот так вот, и проглаживаем, утюживаем хорошенько. Далее мы вот так открываем. Вот эту вот нижнюю часть мы к серединке загибаем. И опять же заутюживаем. Переворачиваем. И точно так же мы делаем со второй нашей половинкой. К середине мы загибаем и заутюживаем.
Теперь аккуратненько складываем наши заутюженные концы внутрь и складываем опять пополам. И заутюживаем все вовнутрь. Такая у нас получилась тесемочка. Теперь нам нужно по вот этому вот открытому краю, нам нужно вот тут вот по краешку прострочить нескольких миллиметров от края. И все, у нас получится тесемочка. И также все 4 тесемочки делаем. Когда мы сделали наши тесемочки, раскладываем лицом вверх нашу мордочку, отмечаем примерно расстояние, на котором мы будем пришивать. Я снизу отмечу по 6 сантиметров и отсюда отступлю до закругления, это будет 20 сантиметров, можно даже 18 я отступлю. 18 и тут 18. Берем наши тесемочки, складываем пополам. Так вот. Раскладываем. Можно сначала положить сверху нашу верхнюю часть. Совмещаем, чтобы у нас все совпадало. И прикладываем наши тесемочки. Сначала одну. Прикалываем. Так мы прикалываем все тесемочки и еще дополнительно скалываем по периметру нашего ежика, чтобы не сместился. Теперь будем прострачивать на ширину лапки, оставляя при этом отверстие, чтобы потом вывернуть нашего ежика. Места ленточек мы прострачиваем несколько раз, чтобы их закрепить. И так дальше прострачиваем по периметру нашего ежика. Еще раз повторюсь, что вот там, где наши иголочки, я по контуру обрисовала выкройку, чтобы легче было прострачивать по ним, чтобы ровнее получилось. Когда мы прострочили нашего ежика, срезаем внизу наши уголки с двух сторон. Также иголочки мы сверху вот так вот срезаем. Также между иголочек аккуратненько до строчки надрезаем. И вот можно сделать еще насечки на сгибах, на закругленных частях. Теперь выворачиваем нашего ежика.
Берем какую-нибудь палочку либо кисточку, чтобы лучше вывернуть иголочки, чтобы они у нас острее были. И также и внизу уголки выправляем. Теперь с помощью утюга мы проглаживаем нашего ежика. И проглаживаем вот это вот наше отверстие, чтобы было все так вот ровненько. Когда мы прогладили нашего ежика, наполняем его наполнителем. Я буду, как обычно, использовать в виде шариков. Из-за того, что он хорошо лежит, держит форму. И после стирки можно легко расправить наш бортик, особенно в виде зверя. Сначала забиваем иголки, заполняем плотненько. Потом заполняем весь наш бортик. Когда мы набили нашего ежика, закалываем отверстие и зашиваем потайным стежком. Вот мы зашили отверстие, и такой милый ежик у нас получился. Эта мордочка немного просвечивает. Можно выбрать либо ткань поплотнее, либо вдвое ее сложить. Но мне лично и так нравится. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!